Итак, в этом видео в Elmer мы смоделируем нелинейную работу материала за пределом упругой стадии. Нужно сразу отметить, несмотря на наличие в Elmer нелинейного решателя, в библиотеке материалов нет законов нелинейного деформирования, поэтому данный расчет является приближенным и более или менее подходит для определения деформации, тогда как напряжения могут получиться завышенными. Итак, для начала в FreeCAD создадим 3D-модель. Вот наша балка. Схема загружения и закрепления у нас будет простая, поэтому просто сохраним ее в формат STP. И перейдем в Elmer. По умолчанию в графическом интерфейсе Elmer нет вкладки для нелинейного решателя. Поэтому сначала загрузим ее. Идем в файл, Definition определение, нажимаем Append, заходим в EDF Extra, находим нелинейную упругость, открываем и закрываем определение. Вот у нас появилась вкладка с нелинейной упругостью. Теперь загрузим геометрию. Вот наш ранее созданный STP файл, открываем. Сразу запускается генерация сетки конечных элементов. Вот сетка сгенерировалась. Теперь ее немножко настроим. Идем в свойства сетки и увеличиваем ее плотность. Нажимаем «Применить», затем обновляем сетку. Далее смотрим сводку. Проверяем координаты. 3D-модель у нас была в миллиметрах. Сетка тоже получилась в миллиметрах. В расчете я буду использовать систему Си, поэтому миллиметры нужно будет перевести в метры путем ввода коэффициента масштабирования в настройках модели. Теперь идем в настройки модели. Вводим коэффициент масштабирования. Тип симуляции выбираем сканирование. В этом режиме при каждом шаге будет проверяться значение переменных, а переменными у нас будут относительное удлинение и модуль деформации. Порядок BDF ставим 2. Количество шагов нужно определять в зависимости от количества пар напряжения удлинения и в зависимости от этапов загружения. Методом подбора я уже знаю, что для данной задачи достаточно 5 шагов. Размер шага определяем аналогично. Я буду нагружать целый шаг за раз, поэтому единица. Нажимаем «Применить». Добавим расчет. На вкладке «Нелинейная упругость» ставим птичку «Активная». В настройках решателя на вкладке «Линейные системы» выбираем метод Direct, потому что он намного быстрее итеративного. Но если же все-таки нужна более высокая точность, руководство рекомендует итеративный GCR, но он очень медленный. Поэтому для данного ролика выберем Direct. На вкладке «Специфические опции решателя» ставим птички «Напряжение», «Удлинение», «Главное напряжение». Нажимаем «Применить», ставим птичку «Применить ко всей схеме», «Добавить» и «Ок». Добавим материал. На вкладке «Нелинейная упругость» пишем коэффициент Пуассона. Далее ставим курсор в строку с модулем деформации и нажимаем Enter. В это текстовое поле скопируем следующий текст. Переменная.
главные относительные удлинения, real, далее пары, удлинения и соответствующий ему модуль деформации. И end в конце. Также переменной может быть напряжение по мезису. В этом случае пара у нас состоит из напряжения по мезису и соответствующего модуля деформации. И главное напряжение. В этом случае, соответственно, главное напряжение и соответствующий ему модуль деформации. Относительные удлинения можно разложить по направлениям. Если поставить единицу, будет учитываться только удлинение вдоль x. Если поставить двойку, будет учитываться удлинение только вдоль y. Тройка, соответственно, будет учитываться удлинение только вдоль z. Аналогично можно поступить и с главными напряжениями. В своем расчете я буду использовать абсолютные значения удлинений, поэтому цифру ставить не буду. Закрываем. Ставим птичку «Назначить всей схеме», «Добавить» и ОК. Добавим собственный вес. Это у нас Body Force. На вкладке «Нелинейную упругость» сила в направлении Z пишем через знак $, с минусом произведение ускорения свободного падения на удельный вес материала. Ставим птичку «Назначить всей схеме», «Добавить» и ОК. Добавим нагрузку. Идем в граничные условия. На вкладке «Нелинейную упругость» в строке «Сила вдоль Z» пишем формулу. Переменная во времени, real, вычисление, далее произведение нагрузки на шаг. Формула задает поэтапное загружение, которое необходимо для того, чтобы поймать момент, когда нужно менять модуль деформации. Значение нагрузки представляет собой 1/5 полного загружения, поскольку в расчете у меня 5 шагов. Таким образом, с каждым шагом нагрузка будет увеличиваться на 1/5 с полным приложением значения нагрузки в финальном шаге. Формулу можно задать любую, что позволяет моделировать сложные формы нагружения во времени. Вставляем текст в строку с нагрузкой, помечаем, что это нагрузка, добавить и ОК. Добавим закрепление. В граничных условиях на вкладке «Нелинейная упругость» перемещение вдоль Z ставим 0, вдоль Y тоже ставим 0. Помечаем, что это опора. Добавить и ОК. Назначим граничные условия элементом сетки. Здесь у нас будет нагрузка. На торцах балки опоры. Не забываем сохранить проект, указав адрес папки, куда будет записан файл с исходными данными и файл с результатами. Теперь создадим файл SIF. Откроем, проверим, все ли в порядке. Вот нелинейная упругость, нелинейные параметры материала, этапы нагружения, параметры опор. Созданные сейчас опоры шарнирно-подвижные, поэтому одну из них нужно преобразовать в шарнирно-неподвижную. Это можно сделать, закрепив
ребро опорной грани таким образом, чтобы эта грань могла вокруг него свободно поворачиваться. Наложить связи на ребро при помощи графического интерфейса нельзя, поэтому мы это сделаем, отредактировав файл SIF путем наложения связей на узлы, лежащие на этом ребре. Для этого в конце файла добавим следующий текст. Граничные условия с его порядковым номером, целевые узлы, количество целевых узлов, номера узлов. Перемещение вдоль x равное нулю. Номер граничного условия будет следующий в списке, значит 3. Теперь определим номера целевых узлов. Для этого включим показ номеров узлов на сетке конечных элементов. У нас будет 4 узла. Восемьдесят второй, 83, 84 и 85. Вот теперь все готово к расчету. Нажимаем кнопку «Сохранить и выполнить». И вот расчет запустился. Расчет окончен, запускаем Elmer VTK. Вот наши результаты. Включим шкалу и сразу выведем перемещение вдоль Z. Перейдем сразу к последнему шагу. Если сравнивать с линейным расчетом, заметно, что прогиб увеличился. Наибольшие значения деформации получились для пары с напряжением по мизису. Интересно, что именно пара с главными напряжениями сошлась с результатами, полученными при помощи калькулікса. На цьому все. І, як завжди, дякую за увагу!